Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за всеми событиями. Евгений Копатько на связи прямо сейчас. Евгений Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, те, кто нас смотрит. Вы знаете, очень много, скажем так, таких бурлящих событий геополитических, прежде всего. Но, понятное дело, да, в эпицентре перспективы осенние для войны российско-украинской, которая сейчас не собирается останавливаться. Наоборот, мы слышим заявления, которые пугают. Причем там средь бела дня очень много дронов. Да, вот сегодня непосредственно над столицей. Причем вот разведывательных, говорят, дронов. В это время Путин встречается в Пекине с Фицо. Фица говорит, что Европейский Союз как жаба, которая сидит в колодце и не видит мир, ну, как бы за его пределами. Путин говорит, ну, я не могу сравнивать и ставить вас в неловкое положение, потому что это все-таки ваша семья, это, в общем-то, НАТО, ЕС. И говорит, казалось бы, противоречивые вещи. С одной стороны, о том, что будут ответы за удары по НПЗ, и они есть. То есть, вполне себе осень обещает быть тяжелой. Блэкауты, о которых там Безуглая предупреждала, это, конечно, сюр о том, что, ну, в общем, они как бы предупреждения были, но имеется в виду, что вполне себе каменный век, такая себе перспектива на эту осень. С другой стороны, мы видим, что Путин говорит о том, что американцы, украинцы и они, ну, как бы россияне, будут вместе работать на Запорожской атомной электростанции, и гарантии безопасности, собственно, компромисс по ним возможен. Каких сигналов больше на эту осень? Катастрофических, апокалиптических? Или все-таки выход на какие-то договоренности возможен? Ну, исходя даже из ваших вопросов, которые вы задали сейчас, то пока речь не идет ни о каких договоренностях. То есть вы действительно сами обозначили, собственно, сами вы задали вопрос, отчасти мы на него ответили. То есть эскалация никуда не делась. Эскалация сохраняется, вернее, уровень противостояния достаточно высокий, и это то, что мы констатируем на сегодняшний день. С другой стороны, знаете, по поводу Запорожской АЭС, ну это ни о чем разговор. Вот извините, я буду категоричен сейчас. Слушайте, вот Трамп, Путин на Аляске. Через несколько дней в Вашингтоне приехал Зеленский, приехали европейские лидеры, и сразу, Александр, произошел откат. То есть ни о каких переговорах речи не идет. То есть, ну, вещи мы своими именами должны называть. Все, ушла эта тема, и ушла на периферию. Как раз пошли темы о ракетах 3000 километров, об обучении военной подготовки, вернее, о усилении военной подготовки, о том, что там подземные будут создаваться различные объекты для обучения и так далее. То есть, в принципе, пока разговор о том, чтобы произошла какая-то демилитаризация даже в информационном пространстве, речи не идет. Не говоря уже о Запорожской АЭС. Поэтому давайте так. Это часть информации, часть той повестки. Это, знаете, вот люди так, маятник там, вот вроде мир забрежил, да, вот Трамп встретился на Аляске, интересно, символично. Вот вам, пожалуйста, Вашингтон. После Вашингтона затишье. И я полагаю, ну и плюс такие, опять-таки, осенняя кампания, удары по инфраструктуре, то, что вы называли, удары по НПЗ, это факты говорят о том, что деэскалации не случилось вот на сегодняшний день. Я полагаю, что в данном случае Европа является сейчас, не драйвером, а, скажем, основным фигурантом, который саботировал этот процесс. Вот я так себе картину вижу. Поэтому, если вот сейчас резюмировать то, что вы задали, то, как я ответил, пока деэскалации не наблюдается, скорее всего, есть поводы и предпосылки для того, что конфликт будет продолжаться. Какие тогда шансы у Зеленского ввиду, давайте еще раз, достаточно сложной и меняющейся ситуации в мире? Все аналитики говорят, что, простите, однополярность закончилась, даже это, биполярности, о ней речи не идет. Многополярность сейчас сияет таким, ну, вообще не тусклым, а таким ярким светом над перспективами планеты, потому что Моди, Си Цзиньпин и Путин, пожимающие руки друг другу, которые говорят о глобальном управлении, ну, это болезненный такой щелчок по носу, прежде всего, Западу и конкретно Трампу, потому что Моди в эту, как бы, кампанию к Путину и Си Цзиньпину толкнул лично Трамп. Он ему пытался звонить, вводил пошлины и даже в конце концов взял и, несмотря на определенную паузу, которая продолжалась до вечера
сегодняшнего дня, до вечера вторника, в 21 час по Киеву и Москве ожидаем какое-то заявление, он нарушил как раз-таки наездом в сторону Индии. Мол, мы-то с вами могли договориться, но все-таки. На этом фоне какие шансы у Зеленского вообще, ну, как бы включиться ну, или включить Европу на своей стороне? Потому что там тоже все не очень просто. Ну, давайте так, по порядку. Тоже вопросов достаточно много, но первый из них. Я не видел, чтобы там сейчас сформирован многополярный мир. Движение в этом плане есть. Но давайте так, пока однополярный мир он стал, нет, остался, он остается, на мой взгляд, подчеркиваю, это мое частное мнение. Пока, да, просели Соединенные Штаты немножко там в каких-то возможностях, но не факт, что, скажем, они не влияют на все процессы в мире. С европейцами они решают украинский вопрос и переложили ответственность и, прежде всего, оплату за украинский конфликт, прежде всего, на европейцев. И если я напомню еще раз, ну, то, что мы с вами о чем говорили в эфирах, то есть, если они раньше передавали оружие, теперь они продают европейцев, и европейцы будут продавать украинцев. То есть однополярный мир, на мой взгляд, еще сохраняется. Но предпосылки для формирования двухполярного мира, или, ну, пока многополярки, давайте так, я попробую, скажем, высказать свое мнение относительно этого вопроса. Я пока не вижу многополярного мира, откровенно я вам скажу. Пока есть однополярный мир, который не так уже сильно влияет, как в 90-е годы. То есть вот это был апофеоз всего, когда развалился Советский Союз. И вот, скажем, даже до конца еще 90-е годы была инерция. А вот нулевые, начало десятых, это вот была такая вот, знаете, бенефис, что ли, однополярного мира. А теперь, конечно, это уходит, это как бы уменьшается возможности Соединенных Штатов. Но, во-первых, прежде всего, это Китай. В экономическом плане он вполне паритетен с Соединенными Штатами. В плане влияния на другие регионы мира, такие, как он имеет не только военные, но и финансовые, экономические, пока такого влияния нет. Но проникновение и активное действие Китая в Африке, в Латинской Америке, в Азии прежде всего, но то, что по Азии я отдельно наблюдал, там действительно очень серьезные изменения произошли за последние 10 лет. Поэтому я считаю, что этот процесс идет. А вот вопрос, касающийся вот того, что произошло в Тяньцзине, вот, то, что Индия, Китай и Россия, если это будет оформлено в некий блок, потому что, знаете, мы с вами допускаем некую, на мой взгляд, такую ошибку. Это как в свое время, знаете, аналогия была, когда в 2013 году была альтернатива таможенный союз и Европейский союз. Но ни о каком Европейском союзе речи не шло. Речь шла об ассоциации, а это совершенно другая форма. И если сейчас ШОС, вот если сказать, что он будет сформирован некий блок военно-политический, в котором будут общая стратегия, в котором будут какие-то соблюдаться интересы и действия, вот тогда, наверное, можно сказать о противостоянии, что будет сформирован альтернативный центр силы, вот, который будет противостоять, ну, прежде всего, Европе и Соединенным Штатам. Все равно, как бы там мы их ни делили, они находятся в альянсе, потому что, прежде всего, это НАТО. Вот. И я так вижу сейчас ситуацию. А относительно многополярности, да, по идее, страны, которые влияют на ситуацию в регионе, с которыми приходится договариваться, но это еще, не, на мой взгляд, не многополярный мир. Ну, в частности, Турция. Она имеет возможности, она активно влияет на постсоветское пространство, сейчас ли пытается войти туда очень серьезно. Как региональный игрок она достаточно сильная страна сейчас. С другой стороны, я полагаю, что там тоже есть масса ограничений, которые в силу определенных причин создают риски и для Турции. Ну и также можно говорить о ряде других стран, которые в регионе имеют влияние, вес, но пока о том, что они, как вы знаете, как самодостаточная сила, хотя бы в региональном аспекте, пока, на мой взгляд, говорить рано. Понимаете, просто ввиду произошедшей встречи с Фицо, а ведь мы четко понимаем, это повод через Фицо Путина тоже поговорить с Западом и с американцами в том числе, потому что вот сегодня, вчера, вот последние вот эти дни, условно там 48 часов, мы видим в публичном пространстве как бы отсылку к этой Аляске. Ну, мол, мы договорились на Аляске. Мы договорились на Аляске. Первым был Рябков, зам Лаврова, который говорит, что Россия не позволит разрушить договоренности, которые там были. Сейчас мы видим, приоткрывается эта завеса этих договоренностей. Получается, ну вот так, если объективно, то Россия в роли догоняющего, что ли, или как бы защищающего эти договоренности. Так а Америка что? Будет их придерживаться или нет? Ну, Бессент выходит, говорит, мы санкции, у нас там все на столе все варианты. Там опять эти санкции поднимают американцы
ну вот на поверхность. Зачем? То есть Америка, получается, приняла Путина на Аляске, о чем-то с ним договорилась, как двигаться по украинскому вопросу, а потом что-то изменилось все-таки за эту там неделю-полторы. Александр, вы знаете, для меня тоже пока нет полной ясности. Но могу сказать одно, что это действительно не только символически знаковое событие, но и вот эта прямая встреча лидеров России и Соединенных Штатов на Аляске, она помимо символики, на мой взгляд, будет иметь некое продолжение. Я не готов сегодня сказать, как будут действовать Соединенные Штаты, и Россия сейчас точно не в роли догоняющих. То есть на самом деле то, о чем сказал президент России сегодня в Китае, так речь как раз и идет о том, что мы полностью ссылаем, мы ссылаемся, мы апеллируем к этой договоре, к этим разговорам, которые были в Анкоридже, скажем так. То я считаю, что пока с Соединенными Штатами просто слово теперь за ними, потому что после вот такого отката, после встречи в Вашингтоне с Зеленским и с лидерами европейских стран, я думаю, что как бы Соединенные Штаты должны предпринять какие-то шаги. И речь сейчас даже не о санкциях идет, понимаете? Речь идет о том, что, на мой взгляд, диалог с Соединенными Штатами имеет возможность продолжиться, тем более, что возникает и появляется, вернее, возникает новая реальность. То есть, если действительно закрепиться сотрудничество, то, о чем мы говорим в Китае, то есть в ближайшие дни будет понятно, какие будут действия, прежде всего, Индии, Китая и России. Но если действительно будет заявлено о том, что это будет военно-политический союз, или хотя бы политический союз, или экономический союз, то вот это тогда, Александр, изменит ситуацию в мире, на мой взгляд. Тогда вот это действительно появится уже второй полюс силы, достаточно серьезный, который обозначит свои амбиции, свои интересы и свои красные линии, извините. Пока каждый в одиночку. Индусы там пытались, американцы с индусами пытались договориться, американцы с китайцами пытались договориться, американцы пытаются договориться с Россией, или пытались, или пытаются. Но я полагаю, что интересы России, Китая и Индии, в данном случае, если не проявят консолидированную позицию, вот это реально изменит ситуацию прежде всего в Евразии. И прежде всего это усилит позиции и России, и Китая, и Индии одновременно. Вот давайте так, да, если это действительно будут договоренности серьезные. А в данном случае Европа, она уже отгородилась от России железным занавесом. Да, роль Фица, роль Орбана, да, это единичные случаи. Вучич пока, я уже вам об этом говорил не единожды, это те люди, которые пытаются сопротивляться. Но в целом вся Европа, даже нейтральная Швейцария и Австрия, я не устану об этом повторять, действует консолидированно. Что бы там ни говорили, ни о каком развале Евросоюза речи быть не может. Они ресурсы, американцы заставили, это мы называем вещи своими именами, заставили больше тратить на оборону. А это речь идет о десятках и сотнях миллиардов долларов. То есть и Европа, кстати, объединена одним трендом. А британцы, прежде всего, немцы, французы. И плюс новые страны бывшего постсоветского пространства. Это антироссийская история. То есть все. Это вот этот блок, буфер против России создан. Задача спрашивается теперь, какие будут дальнейшие шаги. Но я полагаю, что действительно слово со Соединенными Штатами нужно понимать, что у них есть Венесуэла на кону, у них противостояние глобальное с Китаем, оно никуда не делось. Это в Тихом океане, им есть за что бороться. Я вам примеры приводил. Это и на территории, это Юго-Восточная Азия, это Филиппины, это тот же Таиланд, это та же Малайзия. Там есть много стран, где у Соединенных Штатов пересекаются интересы с Китаем. Прежде всего экономические. Китайцы пока в этой ситуации на сегодняшний день не проявляют больше активности, тем более они соседи по материку. Вот это вот как бы примеры, которые приводил, даже вот эта юго-восточная железная дорога, которая будет от Китая до Сингапура строиться, она очень серьезно поменяет логистику. Это уже процесс идет. И таких процессов много. Потому что экономическая составляющая, китайцы в этом научились работать. В Африке они активно присутствуют, в Латинской Америке. Вопрос вот гуманитарной, политической составляющей, я думаю, что если этот будет фактор усилен, вот это появится тогда мощный игрок. Китай может в принципе быть как самодостаточная страна, но в любом случае даже Соединенным Штатам нужны союзники, так и китайцам нужны. Китайцам нужны будут союзниками для реализации вот своих планов, своих проектов, прежде всего в экономике. То есть это, знаете, политическая, гуманитарная поддержка всех действий. Потому что, видите, там попытались они создать один пояс, один путь, конфликты там Индия, Пакистан, еще какие-то. То есть все равно кому-то эта история не нравится. Не кому-то, а Западу не нравится. Тут есть вот это слово «кому-то», мне непонятно. Лучше вообще ни о чем не говорить. Вот я так вижу сейчас на сегодняшний день истории. Соединенные Штаты, я считаю, что будут сейчас, знаете, идет, на мой взгляд, шаг заключается их в том, что делать с Европой.
Я полагаю, что они все равно едины по многим позициям. Все равно НАТО никуда не делось, все равно средства на оборону есть, все равно Америка доминирует в европейском, ну, как бы в НАТО она доминирует. Европейское пространство зависит очень сильно от американцев. И я полагаю, что ожидать каких-то шагов более жестких, как Соединенных Штатов, по преодолению саботажа, на мой взгляд, стоит. Так преодолению саботажа это в смысле надо войну закончить? Ну, вопрос, знаете, ну, один из вариантов, да. Я думаю, что американцы на это настроены. Вопрос заключается в том, что послевкусие и последствия вот Шанхайской организации сотрудничества. Если там действительно вот эти процессы пошли, то это реальный вызов Соединенным Штатам, это реальный вызов западному миру. Вот только процесс должен быть оформляться. Пока мы говорили о том, что это возможно. Мы сравнивали часто БРИКС с ЕС, помните, была такая история? Но это некорректное сравнение, на мой взгляд. БРИКС — это разные страны, которые вполне находятся в противоречии, очень много противоречий внутри. По поводу доллара, как были заявления сказаны, американцы очень громко сказали несколько слов, и сразу было заявление и в ЮАР, там, и Бразилии о том, что ну, как-то пока этот вопрос не решается. Пока это нельзя сравнивать, там сравнивать население, ВВП, но это не консолидированное ВВП. Еще раз хочу сказать вам об этом. Европа, одна валюта, без границ. Там, я еще раз говорю, я не идеализирую Европу. Там много проблем, но пока они действуют консолидированно. Подождите, ШОС, новый банк. Он еще только создается, еще нет валюты такой, нету евро, нет доллара. Доллар все равно доминирующая валюта. И одна из задач Соединенных Штатов — это то, чтобы сохранить. Да, от перехода от Байдена к Трампу речь как раз и шла о том, что доллар сохраняет свой вес и значение в мире. Это американцы за это будут бороться, как за свое влияние, сохранение геополитических преимуществ. Я так себе это вижу ситуацию. Банк только слово «будет». Что только может трансформироваться. Еще раз говорю, это не хорошо, не плохо. Но просто это прямое сравнение, на мой взгляд, что ЕС, структура со своей бюрократией, со своей общей валютой, со своими общими правилами, и ШОС, который, да, имеет интерес, имеет много возможностей, которые тоже должны оформиться в союз. Вот когда этот союз будет, похожий хотя бы по базовым признакам, ну, давайте так, или по базовым факторам, вот тогда, наверное, есть смысл сравнивать. Пока это, на мой взгляд, еще не, ну, как возможность, да, я ее рассматриваю как возможность. Но насколько она реализована будет, не знаю. В контексте гарантии безопасности и в контексте, ну, скажем так, планов на Украину. Прокомментируйте, пожалуйста, четкую, а это теперь можно прям очертить как конкретную линию, которая проводится... Я вот, правда, не знаю кем. Вряд ли Кремлем в плане единоначалия. Ну, то есть, есть такая у нас, ну, вы тоже знаете, это башни Кремля, башни. То ли несколькими башнями в кооперации, то ли отдельной какой-то башней. Но это точно из России. Вот эта линия, и она сегодня, как бы, Путин ставит точку в ней. Что, смотрите, Украина, мы не против, чтобы вы были в ЕС. Но мы против НАТО. Ну, то есть это звучит как программная штука, которая должна быть вписана в мирном договоре, будущем или каких-то, ну, в общем, на столе как условий. Почему это вот такая очень странная история, странно появившаяся, но отрабатывающаяся вот так вот планомерно и методично? Януковича достали под это дело. Причем обращение как раз в аккурат, да, то есть мы понимаем, что идет какая-то кампания со стороны России показать, что, мол, хотите Украину в ЕС, да забирайте. НАТО, чтобы там не было. Какие цели преследует эта кампания и как вы относитесь к силам и средствам, которые в эту кампанию, так сказать, вкладывают? Насколько удастся запустить этот тренд и условно сидящие в Украине граждане, общество, ну, назовем там элиты, скажут, да елки-палки, бог с ним, с этим НАТО. НАТО нет, ну окей, будет какой-то НАТО-лайт, будет какие-то там, не знаю, системы гарантий, компромиссы, неважно. Но зато мы будем в Европейском Союзе. Сбылась мечта, так сказать. Эту мечту угробили вторым Майданом, Саша, коротко и внятно. Понятно? Вот давайте как бы теперь вот точно, вот если хотели, вот чтобы коротко и внятно,
Вот тогда была речь шла как раз о ЕС, только об ассоциации с ЕС, начну с этим. Только было тогда, когда предложено или-или, у Украины был выбор и. И можно было решать задачи. Но кому-то кто-то решил, что этого не стоит делать. Это начнем с этого. Майдан убил эту идею, по большому счету, с ЕС. Просто терпения не хватило в народе, у элиты, там, ну, народ тут по большому счету ни при чем. На размен поставили, как в первом случае, как при первом Майдане. Значит, теперь вопрос, касающийся НАТО. Россия всегда была против НАТО. То, что Россия не оказывала влияния политического, на мой взгляд, на события, которые происходили на Украине после второго Майдана, не было такого вмешательства, как вмешательство Запада. Не работал USAID, но русский, я имею в виду, русского USAID не было, русского Сороса не было, я вам прямо прямые аналогии провожу. То есть для кого-то считалось в порядке вещей, что сотни тысяч людей оплачиваются из бюджета других стран, то есть это считалось нормально. Русские пытались строить бизнес, потому что треть была бизнеса украинского завязана на Россию. Это очевидно, еще связи после Союза оставались. Потом в результате вот этих трансформаций, напоминаю, с чего началось, к чему мы пришли в 2014 году. Треть, 13-й год, когда начался Майдан. Треть была на Европу и треть на основной мир. Это нужно понимать базовые вещи. Это было так. НАТО не входило в расклад, но и Россия не влияла таким образом на эти процессы. Она не имела такого влияния политического, что бы мне кто ни говорил. Понимаете? И российская элита, по большому счету, вполне лояльно относилась к российской политике, потому что под выборы поднимался, как правило, вопрос, даже у Ющенко был, о том, чтобы с Россией мы строим отношения, но под шумок решали вопросы с НАТО. Вопрос с НАТО начали подспудно действовать, еще решать эту задачу еще при Кучме. Понимаете, какая штука? И вот эта проблема, она и сохранилась, и привела в конечном счете к тому, что вот этот разрыв и произошел. Потому что если бы Украина составляла, вот здесь я говорю о сослагательном наклонении, как нейтральная страна, то все преференции она с этого получала. Собственно, не получала бы, она тогда их получала. И вот еще раз напомню, еще одно было такое знаковое событие, о котором почему-то не говорят. Вспоминают Януковича, я сейчас об этом чуть позже скажу. В 2010 году были заключены Харьковские соглашения. Май 2010 года. Они были для Украины крайне выгодны. С точки зрения даже евроинтеграции, то есть с Россией, там, Черноморский флот до 1942 года, там, аренда 150 миллионов, там, газ, все очень комфортно. Россия так не влияла на политические процессы и на выборы, как влиял Запад. Это очевидно, вы же понимаете. То про, условно говоря, российски ориентированная, скажем, часть населения, прежде всего Юго-Востока, партия регионов, она не совсем была пророссийская. Она была больше прозападная, потому что бизнес-элита, она там свои активы держала. Это тоже очевидные вещи. Да, они пытались сохранить вот этот баланс, но я не хочу углубляться, там много чего такого было противоречивого и непонятного сейчас. Но корни там зиждятся. И вопрос о НАТО, безусловно, не стоял. Безусловно, не стоял. И то, что, о чем сейчас говорит Путин, это, безусловно, об этом говорит Трамп. Но давайте так, я вот уже интервью не одно даю по этому поводу. Я говорю, просто не мои слова берите, не берите русскую пропаганду. Берите слова Венса, Трампа, что они сказали по поводу госпереворота на Украине, финансирования. По поводу роли Запада в войне, что русские не хотели этого. Об этом было четко, черным по белому сказано чиновниками. Вот вы берете со мной ведете беседу, вот, пожалуйста, делайте вот врезки. Я просто не говорю вам как, это я иронизирую по этому поводу. Вот вам цитата прямая. Венс, Трамп, там, я ничего не знаю, кто там. Те люди, которые говорили, начальник разведки, сенатор и так далее. Вот вам станет понятно, и всем будет понятна та история, при которой русским нельзя было, русские против были НАТО категорически. Русские лояльно относились бы и к Европейскому Союзу, ко всему, если это был нейтральный статус. Все, и пошли на слом нейтрального статуса. Американцы, в конце концов, это подтвердили. И сейчас в разговоре с Фицо, президент России, глава Словакии, они как раз и говорят о том, что Европа, она вот в этой сохранилась, я не хочу сравнивать, как Фицо сравнил, не в этом дело. Они действительно сейчас сохраняют повестку очень жесткую относительно России. Она не устраивает уже Соединенные Штаты. Я откровенно не могу понять, у Штатов есть возможности давить на Европу, оказать давление прямое.
Понимаете, какая штука? И относительно даже Зеленского. Я уже не единожды об этом говорил. Ну, вот представьте, когда случилась фиаско, ну, как вот сейчас принято говорить, там, в Белом доме, когда это, ну, тот же Линдси Грэм, там, они его обнуляли практически, Зеленского. Потом возникает вопрос переговорный. Зеленский легитимен. Зеленский представляет Украину даже в условиях там сомнительной легитимности, как говорят на Западе, я цитирую только западные в данном случае источники в нашем диалоге. И опять-таки легитимность у него выше сейчас, ну, вроде как с точки зрения, ну, публичной этой информации, пропаганды, если хотите. И опять может случиться какая-то ситуация, при которой Зеленский не может оказаться опять неудобен. Опять-таки заговорили там на днях, опять-таки социология, выборы, там все, но это пока ерунда полная. Полная ерунда сейчас. Понимаете, какая штука? Поэтому я думаю, вот эти вот волны, на Западе моделируют ситуацию. Они никуда не делись от финансирования Украины. Они моделируют ситуацию, какой будет транзит власти. На мой взгляд, это уже очевидно. Качественные изменения произошли в некоторых странах относительно Украины. Вспоминаем Польшу. Навроцкий пришел. Там же заявления не только уже, как сказать, которые носят не только символический характер, но и практический. Это Волынская резня, это антибандеровская пропаганда, это вопрос вето наложил на то, что те, кто только работает в Польше, они могут получать помощь. Понимаете, какая штука? Там много происходит вещей, которые уже на законодательном уровне. Да, Сейм может это забаллотировать. Но есть вещи, которые на законодательном уровне уже поляки проводят свою линию четкую, как они будут действовать с Украиной. И это абсолютно отличается от того, о чем говорили в 2022 году, согласитесь. Вот такая вот история происходит. И Фица вопрос там об энергоносителях там, для Венгрии и Словакии, там, и критика в адрес Украины, это отдельно. Если это конвертировано будет в какие-то шаги и действия, то тогда да. И я полагаю, что на сегодняшний день, Александр, ситуация для Украины пока, пока в размышлении. Запад пока контролирует эту ситуацию. Запад ищет пути выхода из ситуации. Либо это транзит мирной власти, либо это транзит власти, которые там через выборы, либо это какие-то временные назначения. Я так себе вижу эту картину. Вот они пока хотят, чтобы этот процесс сохранялся. Речь идет сейчас о том, как дальше действовать. Сохранять Зеленского, не сохранять. Это они будут решать на сегодняшний день. Понимаете, какая штука? Как они думают. Но ситуация с Россией, она несколько другая. Мы до конца не знаем, о чем говорили Трамп и Путин. Потому что Путин после этого переговорил и с Си Цзиньпином, и с Моди они говорили. Потому что обсуждались вот эти глобальные базовые вопросы. Украина здесь как один из инструментов, как один из тех, которые по большому счету мешают Штатам договориться с Россией. Европа, она сделала свой выбор, она сделала этот железный занавес. Они не будут от него отказываться. Почему мы строим иллюзию, что завтра они отменят, что финны каким-то образом станут опять нейтральной страной, но этого не произойдет, это же очевидно. Мы легче с поляками выстроим отношения, чем с финнами в следующий раз. Я говорю вещь, может быть, парадоксальную, но можно даже так построить вопрос. Потому что есть вещи, которые, на мой взгляд, являются вторичными для европейцев. Для них же тоже Украина инструмент. Как бы это обидно ни звучало. Но это же очевидные вещи. Почему-то. Так Януковича чего достали? По Януковичу, мне нечего даже комментировать. Это уже было не первый раз. Он уже выступал со статьей лет 6 назад. И что? Я не знаю, что я должен сказать. Мне нечего сказать, откровенно говоря. Нет, просто нечего даже комментировать. Я вообще здесь не вижу какого-то символического шага. Да. Может, он и будет со временем. Фактор времени, Александр. Уже прошло сколько? С 2014 года человек находится в России. За это время произошло очень много событий. Я не знаю, какое это значение имеет. Пусть это будут какие-то конспирологические теории. Я пока их не вижу. Может, я ошибаюсь. Смотрите. Но я этому значения не придавал бы такого. Вы вообще с точки зрения вообще понимания и перспективы пути, я к чему пытаюсь подвести? Наверное, какой мысли, и чтобы вы ее прокомментировали, насколько это соответствует, накладывается на картину реальности. Евгений Эдуардович, война в военном смысле Украиной проиграна. Вундерваффе, вот эти все фламинго розовые, длинные Нептуны, пеклы, поляницы, они названия сменяют друг друга. Понятно, что наносится ущерб Российской Федерации, да? Россия наносит ущерб Украине.
И вот так вот это все и продолжается. Фронт там движется то быстрее, то медленнее, но движется в одну сторону. А, Значит, может ли при проигранной войне замазать лейкопластырем вот эту рану торжественное принятие по итогам войны Украину в Евросоюз? Ну вот, смотрите, вы же помните эти моменты. Даже вот только война началась. Стоит Зеленский, там, Стефанчук и Шмыгаль на тот момент премьер, подписывают заявку. То есть очень важен вот какой-то вот такой символический шаг. И, кажется, наметилась вот эта история. Это как вот безвиз Петра Порошенко, да? Ну вот, безвиз. Не, ну как, штука хорошая, ну там, удобно. Но фактически сейчас война, о каком безвизе? Ну, давайте так, можно говорить, для женщин, ну или там, для этих ребят, которых начали выпускать с 18 до 22. Но, по идее, украинское общество, вопрос как к социологу к вам, может принять вот эту горькую пилюлю отказа или там от территорий, фактического, юридического, тут дальше можно спорить, может даже какой-то референдум провести, может какое-то там голосование в парламенте, подтверждающее что-то, закончить войну и, как в награду за это лишение, двинуться в европейскую семью народов. Я такой вариант не исключаю. Я полагаю, что вы достаточно деликатно вот подошли к решению. Еще раз говорю, действительно, тут вопрос не оспорим. У нас нет предмета спора. Там усеченная территория, юридически признанные, де-факто признанные, там, вариант Северного Кипра, вариант, там, не знаю, Кореи. Там, ну, это все, знаете, тут будет украинский вариант. На мой взгляд, пока таких предпосылок нет. Понимаете? Потому что, по большому счету, те разговоры, которые начинались в мире, они быстро заканчивались. И я не вижу сейчас предпосылок для того, чтобы для Украины был такой сценарий. Возможно, этот сценарий будет извне. Возможно, для этого не нужны будут выборы. Я еще раз говорю, я моделирую ситуацию по-своему. Я предлагаю в числе, среди многих таких вот вариантов, которые могут, ну, как социолог я смотрю на эту ситуацию. Народ примет все. Давайте так. Народ примет все сейчас. Вопрос заключается в том, что если сохранится некое управление, вертикаль власти на Украине, если, не дай бог, это посыпется, вот тогда это будет хаос. Это понимают на Западе. Вот я пытаюсь одну мысль донести. Понимаете, в чем даже риск? Это переход к миру риск. Это не значит, что этого не надо осуществлять. Слишком жесткая вертикаль создана. Вот эта основа, антирусская основа вот этого проекта Украина, она либо будет демонтирована, либо трансформировано в какой-то момент. То есть по-другому у них не получится, потому что люди зато что-то их должно объединять в этой ситуации. Причем, подчеркиваю, это уже, Александр, не большинство населения. Вы спрашиваете меня как социолога. Значительная часть населения – это уже люди, которые не под, не под юрисдикцией уже украинской власти, как на Востоке, так и на Западе. Я имею в виду мигрантам с той и с другой стороны, или территории, которые не под контролем уже Украины. Дальше вы не забывайте о внутренней миграции. Вы спрашиваете меня как социолога, большинство ли поддерживает нынешний режим? Нет, не поддерживает, потому что пока власть, она может контролировать только относительное меньшинство в стране внутри. Противоречий после 22 года стало больше или меньше, уже которые не связаны там с Россией, они связаны с противоречием, которые внутри украинского общества накопились. Ну, начиная то, о чем вы часто говорите, о ТЦК, о проблемах справедливости, о миграции, то есть много-много, ну и включая даже политический процесс, которого нет. И общество с этим тоже согласилось. Поэтому я считаю, пока перспектив в том плане, это будут предложенные обстоятельства, безусловно. И украинское общество будет предложенные обстоятельства принимать. Вопрос заключается, кто будет этим человеком. Или какая это будет группа лиц, которые будут этот вопрос решать. И как это будет вообще осуществляться. Ну, Я давайте... еще раз говорю, мы с вами обсуждаем модели. Выборы рискованно. Внешнее управление возможно, потому что Запад контролирует финансово, экономически, политически, ну и без военной помощи ничего не получится. Вопрос заключается в другом. У европейцев есть свой интерес. У американцев есть свой интерес, он где-то может не совпадать, а где-то они действуют по-прежнему совместно и во многих вопросах чаще больше совместно. Вот здесь я вижу проблему. А давайте об украинских поговорим. Элитах и делах в элите. Значит, сегодня похоронили Порубия. Вчера вечером отпевали. Ну, в общем, устроили из этого достаточно большой слет уже порой даже и подзабытых лиц. Но, как бы, дело такое. Там Яценюка увидели, Турчинова, в общем,
В общем, они все приехали, понятное дело, попрощаться. Порубий– это комендант Майдана, Порубий– это человек, знающий, да, все о Майдане, и человек, ну давайте так, орговик вот тех лет того времени. 2 мая в Одессе, вот эти грузинские снайперы, были они, не были, то есть, ну, в общем, очень много подноготные знают именно Порубий. Тут очень интересно выглядит вот это убийство в контексте того, что сейчас показывают убийцу, этого мужчину, который, ну, уже есть имя, фамилия. В общем, версия какая? Он хотел кого-то убить из украинской власти, чтобы его посадили в тюрьму, попроситься на обмен, чтобы его обменяли, и найти тело сына. Ну, или живого, ну, живого вряд ли, потому что в 23-м году под Бахмутом бывший айтишник, тоже Виктор, Михаил, двойное имя, очень странно, да, вообще странное, даже по поведению этих людей, так вот посмотреть на них, ну, на убийцу я имею в виду, на общение. Ну, в общем, вот такая история. Это как бы разнится с версией о том, что это прям российский след, но тут же возникает очень такая серьезная... В общем, с российским следом облажались официально украинская власть. Тут как бы, ну, много, люди видят нестыковки. То ли это ему так сказали сказать, и вот он на камеру так себя ведет, то ли причина в другом. Ну, даже чем нелепее причина, то в нее скорее веришь. Жизнь такая штука. И получается какая-то странная штука, что, в общем, чтобы там найти своего близкого родственника, надо убить кого-то из украинской власти, чтобы тебя потом обменяли. Ну, какой-то такой путь, да, очень, очень странно. Это тут все родственники сейчас должны будут стрелять украинских политиков, чтобы пойти на обмен. Ну, тоже механизм так, как бы выводы такие не очень хорошие по поводу этой истории с расследованием. Однако здесь другой момент. Некоторые заметили в пабликах, что у Залужного, который максимально проявляется сейчас, предвыборно проявляется, у него Сюмар в команде, его как бы, да, Пашинский. Это все как бы одна шайка-лейка с Порубием и так далее. И вот это убийство, это как вот тоже, ну, привет своеобразный вот этой когорте людей, которые могут быть опасны для там, власти с точки зрения организации каких-то протестов против них, плюс национально ориентированные, заточенные такие. Ну, в общем, как бы есть выгода от вот этого ужасного, конечно, убийства, но вот для режима и для Банковой. Что вы думаете по этому поводу? И что скажете насчет убийства Порубия? Знаете, я не то, что вы особо ничего сказать, у нас есть с вами предложенные обстоятельства и факты. Ну, давайте так, мы не очевидцы события, мы очевидцы той картинки, которую дают. И, на мой взгляд, действительно, знаете, много таких вот версий, а вот всплывет какое-то новое обстоятельство, найдется новый человек, появятся какие-то кадры, и они полностью обнулят наши с вами размышления относительно Порубия. В чем я убежден, на мой взгляд, это невыгодно ни Банковой убийство, оно невыгодно никому здесь, потому что это, скажем, усиливает нервозность и неопределенность для украинской элиты. Во власти она, не во власти. Можно говорить о том, что он много чего знал. Это действительно Одесса, это комендант Майдана. Мы это помним, почему я непосредственно очевидец этих событий, видел, как это все происходило. Собственно, как и вы, и многие другие люди, а их миллионы на самом деле. Но у каждого есть свое видение, свое понимание ситуации. И даже находясь, как говорится, в одном пространстве, мы по-разному видели этот, скажем, Майдан с вами. Но могу сказать одно. Вот то, что вот, это не добавляет сейчас, скажем, стабильности украинской власти. Можно, уже событие живет, на мой взгляд, своей жизнью, потому что можно строить версии, но, как правило, вы видите, они все пессимистичны. То есть это привет, допустим, оппозиции, которая знает, чтобы не было третьего Майдана, привет власти, чтобы понимать, нет, не это. Я это все прочитал так же, как и вы. У меня нет другой информации. Но есть понимание того, что это сейчас, как бы, собственно, создает, больше дает минусов для власти, создает больше неуверенности.
А вот это уж как привязывают события к убийству Андрея Портнова, который, будучи по другую сторону баррикад, ну, его я знал лично, собственно, и Порубия, когда-то там пересекались, там, ну, собственно, не знакомы, так скажем. Если говорить об этом, то люди тоже очень много знали. То есть там много людей, чего понимали в этих процессах. Но прошло время, Александр, самое главное время. И не только один Порубий понимал, что происходит на Майдане. Были десятки, сотни людей, очевидцев. Если нужно будет восстановить картину, я полагаю, восстановят поминутно. И тем более, что есть много видео, много есть документов. Я думаю, многие никуда не делись. Они где-то лежат под сукном в разных странах, в разных структурах и у разных людей. И отвечая на этот вопрос, кому сейчас, что может быть дальше, дальше, я так понимаю, что люди вопрос о политическом процессе и о Залужном я бы даже не ставил на сегодняшний день. По идее, вы вспомните, когда пришел Трамп, и у нас вот ваши с вами были вот первые эфиры там несколько месяцев назад, вот, и раньше я еще там говорил о том, что там чуть ли не выборы сейчас должны были завершиться на Украине. Я не думаю, что сейчас есть время для выборов. Сейчас время для того, как будет дальше развиваться ситуация. Никто, кто модерирует или имеет отношение, или считает, что он модерирует или моделирует ситуацию на Украине, не знает, как поступить дальше. Переход от войны к миру – проблема не менее серьезная. Еще раз говорю, не значит, что ее не нужно решать. И вопрос персонажей, возможно, это, знаете, косвенно подтверждает те опасения, которые задают Украину в случае перехода. Если вот это единоначалие, которое сейчас сформирована, ну, под, условно говоря, команда там Зеленского, там называют все люди, которые сейчас пытаются монополию власти сохранить. Если она будет нарушена или пошатнется, то я не думаю, что, скажем, путь к демократии будет быстрый, потому что сведение счетов и месть никуда не делось. Количество вооруженных людей, которые не признают, допустим, эти же мирные возможные соглашения, их будет тоже немало. Даже в победившей стране в Советском Союзе, эта аналогия очень важная. И для Европы, кстати, тоже. Послевоенная, скажем, рост преступности, он действительно имел место быть. И власть их даже, ну, власть в Союзе-то справилась с этим. Не сразу, не это, но довольно быстро. И у европейцев те же послевоенные проблемы были. Сейчас ситуация, которая нет, ясно, что не будет тех решений границы 91 года. Многие люди задаются вопросом, а зачем нужно это было дело? Вопрос задается ключевой, оно нам нужно было, это НАТО? Это же, понимаете, сохранение статуса. Идет процесс еще второй, то, о чем мы с вами не говорили, а сейчас есть смысл артикулировать. Процесс размывания идей Майдана происходит. Уже Майдан не является сакральным. Вот это важные базовые вещи, которые происходят сейчас. Уже сакрализация, происходит десакрализация Майдана как такого. Для многих людей много было сторонников, многие на этой волне держались, но сейчас этого нет, потому что это было также после первого Майдана, а здесь еще много дополнительных обстоятельств. Просто там было свое кино, через 5 лет первый Майдан 75% не принимали уже. То есть считали, что лидеры Майдана воспользовались, а в интересах народа не было ничего. Это поднимите социологию, тут было. Там много, там почти все делали к пятилетию первого Майдана. Сейчас Майдан уже не цементирующая сила, не цементирующий... Подождите, что цементирующая? Война? Да, пока война. Пока вот эта вот антирусская история, она пока является... И то это далеко не для всех сейчас. Уже далеко не для всех. Уже далеко не для всех. Задаются вопросы. Стоило делать такие вещи, причем Украину подталкивают этим, понимаете, те же британцы, когда нарисовали по поводу Крыма. Ведь, понимаете, есть информация 22 года, вы просто промониторите, листайте, как говорится, кино назад, что говорили, что стратегическое поражение России, что там все эти вещи, они виноваты во всем России. А оказывается, Трамп говорит, что виноваты и эти, и те. Британцы выдают в эфир это, что Крым, оказывается, объясняют, что Крым это принадлежал России, что передан Хрущеву, что там много есть вещей, связанных с нашим общим прошлым, которые, в принципе, мы должны были решать, а не британцы, американцы и кто-либо другой. Вот я так себе вижу эту картину мира. Уже нет абсолютного видения того, что именно это так было и что по-другому не будет. Понимаете? Что власть, которая... что Майдан – это государственный переворот, и это очевидная вещь. Это насильственная, незаконная смена власти. Это понимает уже значительная часть украинского общества. Нравится это кому-то или нет, и это периодически всплывает среди эмигрантской среды не здесь, в России, а в Европе. Об этом говорят европейцы. Ну, вот пресса, то есть там, она создает пути, дает возможности цитировать эти вещи.
Нуланд вспоминает с 5 миллиардами на смену режима. USAID вспоминает фонд Сороса. Вот эти вещи происходят сейчас. И люди задают себе естественный вопрос. А что же было? Что же эти люди сделали? И что делать дальше? Картины будущего для Украины какое строят? Светлое европейское общество. Мы, кстати, там еще не закончили ответ на вопрос по поводу ЕС. ЕС для Украины в нынешнем положении, ну, мало реален, ну, просто мало реален. Для этого должны произойти события внутренние, чтобы какую часть территории, с какими юридическими обязательствами с соседями, с каким внутренней инфраструктурой, с какой солидарностью в обществе, с какой формой управления, с каким единством общественным. Вот можно будет заходить, скажем, в Евросоюз. Этого ничего нет. Происходит размывание украинского общества. Речь идет о миллионах людей. И когда вы говорили в контексте вашего, ну вот мы же с вами диалог ведем, что вот 18-22 года люди выезжают. Это же десятки тысяч выезжают людей. Показывают картинку из киевских вузов, где одни девочки, первокурсницы. Это же все практически каждую неделю украинские каналы, там и британцы, там еще кто-то монитуют, ну каждый месяц. Фактически какой-то такой серьезный брос. Сколько минус людей на Украине, сколько вернутся из-за границы. Опять-таки Навроцкий 27-28 июня провели опросы. Навроцкий наложил вето на, скажем, пребывание, ну, в смысле, тех, кто не работает, украинцы, они будут отказ и в помощи материальной. Там, опять-таки, сложная история, опять-таки, все может это забаллотировать, но тем не менее. Вопросы переходят в другое качественное русло. То есть это шаги уже действия. То есть мы, те, кто работает у нас в Польше, будут работать и получать социальное благо. Кто не работает, вопрос остается открытый. Возможно, их там никто не выгонит там, за границу или на Украину отправит в автобусах. Но какие-то шаги, Александр, обязательно будут. Будущая картина. Евросоюз в чем, с кем, под каким руководством, под каким управлением? Если мы говорим о России и об Украине, что и Трамп с Путиным говорят о том, что интересы должны быть и Украины, о чем сказали, да, но и интересы России. То, что было, в принципе, игнорировано на протяжении, вот скажем, вот, до 2014 года. То есть, в принципе, продвижение Запада на восток было в виде НАТО и все. И когда вопрос стал об Украине, вот здесь, наверное, и произошел этот окончательный слом. Не только с Майданом, но и с отношений с Западом, потому что, ну, не добавились бы еще страны нейтральные достаточно в этот антирусский, антироссийский блок. Вот как-то так. Ну, получается, что тут же очень важно дать людям, ну, какую-то перспективу, понимаете? Я почему там зацепился за эту историю, которую раскручивают и со стороны России, прежде всего, лично Путин, ну и Фица подтвердил, да, о том, что мы против Украины в НАТО, но в ЕС, пожалуйста, то это хоть какое-то лекарство может быть от реваншизма, от вот этого, ну, пораженчества, унижения вот того класса, который считает себя политической нацией, да, ну, мол, смотрите, мы так повоевали, мы им там вломили и в ЕС нас взяли. Ну, вот так. Но тут же момент целеполагания и вообще существования вот этого, скажем, идеи вот этой, да, что нас куда-то возьмут, как дадут нам денег, как научат, как будем мы тут жить по закону, и будем как... Европа уже меньше стала ценностью для украинцев, потому что, ну, большое количество людей поехали в Европу за эти 3 года во время войны, несмотря на все запреты там в отношении мужчин, женщины точно насмотрелись и могут сравнить, да, например, жизнь, подходы, быт и все остальное. Я хочу, чтобы вот вы в конце поставить точку в разговоре, чтобы вы все-таки, ну, какой-то, если это возможно, предложили иной цемент нации, кроме как, ну, условно, убей москаля, ну, или, да, вот это антироссия, война и прочее. То есть ли кто-то, кто может заразить какой-то идеей народ, чтобы вот за ним... И что это может быть за идея? Чтобы за ним украинцы пошли и сказали, вот, окей, у нас там тяжелое время, послевоенное, ничего, все отстроим, все там наладим, вернем, поднимем, удои увеличим, и вообще будет все здорово. Вот он, украинская мечта. На мой взгляд, этого не будет, потому что размывалась идея лидерства,
идея, вот, знаете, такой политической принципиальности, если хотите, и, знаете, убеждения. Это не значит, что там менять, не менять взгляды, там многие меняли. Практически, ну, если серьезно, то вопрос вот этой трансформации или перехода от одной политической, скажем, идеи, от одних политических взглядов к другим, оно как раз и размывало украинское общество. Как бы это сейчас дико не звучало со стороны, но давайте так. Все коммунисты, кроме Зеленского, были. Все клялись на партбилете. Все стали, Порошенко ходил в церковь православную с георгиевской лентой, все были, это в 10 или в 11 году совместный парад украинцев и русских, были русских войск и украинских, был на Крещатике. Все это было. Все это было, но это в прошедшем времени. То есть люди легко отказались, легко или не очень, не судить. Я не знаю, как это было. Но отказались от того, чем они были десятилетия, чем они стали. Так не бывает, Александр. И человек должен тебе поверить, ну, я имею в виду, вот если конкретно посмотреть, он должен поверить, что ты поменял несколько раз свои убеждения, ты в очередной раз скажешь, что мы теперь за мир. Этого не будет. Пока не будет произведена окончательно, ну, не решен вопрос, какой статус будет Украины, как мы перейдем к миру и как осуществится эта трансформация. Никто на сегодняшний день не может быть в этих условиях лидером нации, вот как я вижу себе, потому что поменять в очередной раз взгляды, но здесь нужно что-то, знаете, такое константное, которое... Вопрос там дружить или не дружить преодолевается разное. Если люди захотят, они решат даже самые сложные задачи. Я не зря вам говорил, еще раз говорю, аналогий в мире много. Вьетнам с Китаем, с Соединенными Штатами в конце концов помирились, у них была страшная война. Еще подчеркиваю, это нет прямого сравнения. Я просто говорю, принцип сам по себе был. Разные менталитеты, разные этносы, разное все было, разные политические устройства. И они нашли общий язык. То есть, если захотят, решат задачу. Но эти люди, которые находятся во власти сейчас, они не могут быть компромиссными фигурами, на мой взгляд. Потому что они слишком заточены на войну, на все, что это было. Вопрос, кто это будет, я полагаю, остается открытым. Вопрос, готово ли общество собираться, не готово, я скажу больше. Потому что размывание украинского общества продолжается здесь и сейчас, в настоящий момент. Потому что вы правильно сказали, вот дали акцент на то, что вот 18-22 года, посчитайте, если погранслужба поймет, сколько выехало людей. Сколько вернулось за эти там недели, дни или месяцы, которые пройдут. Дальше, кого люди будут ли они возвращаться на Украину, при каких условиях, будет ли, вы сказали, там счастье в Европейском Союзе, а почему должны платить деньги и почему они решили, что они будут центром земли. Когда закончится война, это остаточный принцип, это уже ненужная история, Украина ненужные люди. Щит Европы. Вал Александр, европейский. Я не вижу никакой, на самом деле я не вижу никакой здесь, я не иронизирую, да, я просто хочу сказать, что у людей это уже будет все отработанный материал, эта страна для этих людей. Но они не братья, они же не видят братьев, то есть европейцы не считают украинцев братьями. Ну как это непонятно до сих пор? Это же вы правильно сказали, люди уехали за границу и не поняли, что это не нужно путать туризм с эмиграцией. Миллионы людей останутся за границей, миллионы людей потеряют свою украинскую идентичность, это очевидно. Они там будут, может, вспоминать там родину, еще как-то, может быть, они не вернутся. И еще не факт, сколько людей вернется. Мы не знаем послевоенного устройства, в каком статусе останется страна. Если говорить о том, что говорили президент России и Соединенных Штатов, операция, пока база, которая есть на сегодняшний день, и не факт, что она не поменяется. Возникает вопрос, Трамп и Путин, допустим, сказали, что да, мы видим украинское государство с гарантиями для Украины, но и для России. С этим согласился Трамп. Европейцы пока видят о том, что условия, которые предложены, они в пользу России, а не в пользу Украины. Правильно ведь? Значит, будет какая-то трансформация, очевидно. Но этот процесс не закончен. Он, знаете, вот еще, да, мы можем с вами там моделировать, там, кто-то даже может фантазировать по этому поводу. Но пока я не вижу основы для консолидации украинского общества. На чем? Как уже этот ресурс будет вот с такой повесткой, которая на Западе идет, ведь потребляет украинское общество именно западную информацию в большинстве, потребляет также и российскую. Там нет комплементарных на Западе высказываний в адрес украинской власти. Там нет комплементарных высказываний, но это же очевидно.
Там нет высказываний в пользу того, что мы там видим там вас в Европе, мы вас не бросим, там группа или как этих стран, которые поддержат это все. С чем поддержат? Ресурсами будут поддерживать. Но вопрос о том, что какая будет модель, это остается открытым, потому что они не знают, как даже транзит власти совершить в случае мирного перехода. Это будет внешнее управление, это будет безвыборная работа, либо это будет политический процесс, либо это будет фрагментация, то есть на уровне регионов местные общины будут решать власти. Я слышал массу как бы таких гипотетических вещей относительно трансформации власти на Украине. Понимаете, какая штука? Пока нет такой картины. Вот скажут, тут пришел вы, Александр, стали лидером. Почему? Я не утрирую сейчас. Смотрите, ребята, вот это мир, нейтральный статус. Вот это мы на этом строим свои отношения. Мы говорим о том, что мы возвращаемся там, я примерно моделирую ситуацию, что хотят люди. Мы хотим мир, и мы находимся там, наша базовая задача, вот то, собрать людей, вернуть людей. Это еще должно заработать, вам должны поверить. А кому поверят там из политиков, если не поменяли свои высказывания, что они все, два президента, которые были до этого, не сказали, я президент мира. Началась война в Донбассе в первом случае, а во втором, как бы так. И оказалось, когда мы потом видим американцев, кто давали денег, потом сказали, что если бы Трамп не был президентом, войны бы на Украине не случилось. Это же прямая речь, правильно? И нелицеприятные слова в адрес, нехорошие слова в адрес Байдена. Причем не очень приятные, то есть лидера своего государства. Но это же тоже выяснение отношений, это тоже уровень политической культуры. Но это сделано за счет, опять-таки, того, что украинцы на это смотрят. И видят то, как к ним изменилось отношение в мире, в Европе и у американцев. Пока так. Евгений Копатько был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели это видео. Поставьте лайк, напишите в комментариях, что думаете. Берегите себя и друг друга. Добра и света.